Помню, как в школе я узнал о гравитации. Это было так круто. У нас была учительница, которая знала все об этом. Она рассказала нам, как вода прилипает к шару, как здания прилипают к поверхности шара, который вращается, как карусель. Боже, это звучало для меня как безумие. Но мне нравится узнавать новое о гравитации. Я не мог дождаться, когда расскажу об этом своему папе. Он забрал меня из школы. Я был очень горд. Он открыл дверь, и я запрыгнул в машину. Он улыбнулся и спросил, как прошел мой день. Я сказал, что был потрясен. Я узнал об этой волшебной штуке. Но у меня в голове все это смешалось. Я узнал о Ньютоне. Когда яблоко упало ему на голову, он предположил, что должна быть какая-то сила, которая притягивает его. И все притягивается к Земле. Сила, которая притягивает нас всех к этому шару. Людей, здания, океаны и все остальное. Так написано в истории. Ньютон открыл гравитацию. Но он просто посмотрел на меня и сказал: «Не верь в гравитацию». Не верь в фантазии. Не верь, потому что это всего лишь теория. Ее никогда не доказывали, но детям ее преподают. Ну, моему папе стало немного грустно, когда я упомянул слово «гравитация». Он сказал: «Подумай немного самостоятельно и задайся вопросом, чему тебя только что научили. Как, черт возьми, шар, который вращается, может создавать такую сильную силу, которая притягивает все к себе? А птицы и насекомые летают, и с ними ничего не происходит? Гравитация должно быть избирательна. Подумай об этом логически, потому что для меня это не имеет смысла. Ты должен задаться вопросом, чему учат эти проповедники. Понимаешь, гравитация — это просто чушь. Этот Ньютон просто придурок. Не стоит доверять таким, как он. Это все масонские выдумки. На самом деле, мой мальчик, все дело в плотности. Вот почему предметы падают на землю. Если предмет тяжелее воздуха, который его окружает, он обязательно упадет на землю. Если же он легче воздуха, то будет подниматься вверх. Он будет парить в воздухе. Это называется плавучестью. И это более правдоподобно, чем гравитация. Так что позволь мне объяснить тебе еще раз. Не верь. Не верь в фантазии. Не верь, потому что это все выдумки. Это никогда не было доказано, но детям это преподают. Он сказал: «Извини, что разрушил твои иллюзии, но из-за такого мышления у тебя могут быть проблемы. Эти теории пытаются вбить тебе в голову. Это все псевдонаука. Они заставят тебя поверить во всякую чушь. Эта чушь про гравитацию просто мусор. Поверь мне, гравитации не существует, и это правда». Ну, в тот день мой отец заставил меня задуматься. Он заставил меня думать по-другому. Я сам немного поразмыслил. Я убрал эту теорию на полку. Это чушь про гравитацию, это промывка мозгов. Это недостоверная информация. Люди должны проснуться и понять: гравитации не существует. Тогда послушай меня еще раз. Не верь в гравитацию. Не верь в фантазии. Не верь, что это просто теория. Это никогда не было доказано, но детям это преподают. Не верь. Не верь в фантазии. Не верь, потому что это все выдумки. Это никогда не было доказано, но детей этому учат.